Муссы и пенки – это мой любимый стайлинг для волос, но многие боятся их использовать, потому что считают эти продукты липкими и придающими некоторую жесткость волосам. В этом видео расскажу, как правильно подобрать мусс или пенку для волос с конкретными примерами, а также расскажу, как их использовать, чтобы не возникал эффект липкости или сухости. Меня зовут Анна, это мой бьюти-блог «Кудрявый космос». К делу. В первую очередь муссы и пенки предназначены для придания волосам объема, причем как горизонтального, то есть прикорневого объема, так и вертикального, то есть объема по всей длине волос. Соответственно, если хочется приподнять волосы у корней, то и наносить стайлинг следует на прикорневую зону. Если же вы хотите сделать локоны более объемными, тогда мусс нужно распределять по всей длине волос. Подробнее о разных техниках распределения муссов и пенок я рассказывала в этом видео, повторяться не буду. Для удобства в этом видео муссом я буду называть продукт, где пена находится под давлением, а пенкой я буду называть продукт без давления, где пенка появляется при помощи помпы. Обычно пенки обладают худшей фиксацией, но при этом они супер легко распределяются по волосам, и у них нет такой липкости, которая может возникать у некоторых муссов. Муссы же обладают обычно чуть большей, сильной, уверенной фиксацией по сравнению с пенками, но от них может возникать эффект такого ощущения стайлинга на волосах. Чтобы муссы не давали вот эту липкость, жесткость и легко распределялись по волосам, их нужно наносить, во-первых, на очень мокрые волосы. Во-вторых, не нужно перебарщивать с количеством мусса и выдавливать на себя полбанки. И в-третьих, необходимо убирать мусс или пенку под свой тип волос. Чтобы правильно подобрать мусс или пенку под свой тип волос, нужно отталкиваться, во-первых, от характеристик ваших волос, то есть от их толщины, пористости, плотности и увлажненности. Если у вас хорошо увлажненные волосы, как это понять? Они мягкие на ощупь, они быстро теряют форму, могут легко перегружаться продуктами, они очень гладкие на ощупь, конечно, в рамках вашей пористости волос, то я рекомендую присмотреться к пенкам и муссам, в составе которых есть протеины. Также такие муссы с протеинами в составе подойдут и для тонких и мягких волос, которые хотят чуть больше каркасности и плотности. Пенки и муссы с протеинами дают волосам чуть больше жесткости, больше каркасности. Это балансирует мягкость волос, и они лучше держат форму, а тонкие волосы как бы уплотняются. Из пенок с протеинами могу порекомендовать, во-первых, пенку Так-1 для бомбического объема. Во-первых, от нее действительно бомбический объем. Во-вторых, из всей сегодняшней подборки она, пожалуй, дает самую такую ощутимую протеиновую каркасность, что ли, небольшую такую сухость волосам или жесткость волосам. И это то, что нужно для мягких переувлажненных волос. Именно поэтому я не рекомендую использовать такую пенку на, скажем, очень сухих, поврежденных волосах. Для вас подборка будет чуть дальше. У этой пенки слабая фиксация, именно поэтому образуется много пушка, фриза, если использовать ее соло, то есть как единственный стайлинг в укладке. Поэтому я рекомендую использовать ее в сочетании с увлажняющими гелями. И тогда она дает просто бомбические результаты. Одна из таких моих любимых комбинаций – это пенка Так-1 и гель от Curlsmith. Также для этой категории волос, то есть для хорошо увлажненных волос любой толщины, либо для тонких волос, для мягких волос, я могу порекомендовать мусс Сьюз с кератином. Фиксация у этого мусса более выраженная, чем у пенки Так-1, и его можно использовать как единственный стайлинг в укладке, если вы любите легкую небрежность. Но если вы хотите больше фиксации и чтобы ваша прическа прожила несколько дней, то, конечно, лучше закрывать этот мусс гелем. Мусс Сьюз кератин дает заметный объем и плотность тонким волосам, отлично распределяется по мокрым волосам, нет никакой липкости. Если у вас поврежденные волосы или очень пористые волосы, или, так сказать, сухие волосы, то вашим вариантом муссов и пенок будут муссы и пенки как бы с увлажняющим финишем. Из пенок, во-первых, это пенка Inside.
Плюс этой пенки в том, что она абсолютно невесомая. При этом она добавляет заметно объем волосам, и если наносить ее в несколько слоев на волосы, либо, опять же, если сочетать с гелем, то фиксация заметно улучшается. У волос появляется блеск, появляется гладкость. Подробный обзор на пенку Insight есть на моем сайте iCurly Cosmos, ссылка в описании к этому видео. Супер увлажняющий эффект на волосах также дает мусс Taft. Он дает невероятный блеск, отлично сглаживает кутикулу, но при этом от него абсолютно нет никакого объема на прикорневой зоне. И я не рекомендую наносить этот стайлинг на прикорневую зону в принципе. Используйте его для достижения объема именно по длине. Заметной фиксации у него также нет, поэтому я рекомендую использовать его опять же в сочетании с гелями. И вообще для пористых, сухих, поврежденных волос наносить на волосы 2 слоя стайлинга, например, пенку или мусс и гель, это всегда хороший выбор. Сочетая мусс или пенку и гель в одной укладке, мы одновременно получаем объемную укладку и укладку с хорошей фиксацией. И это продлевает жизнь нашей прически на несколько дней. Еще одна пенка с увлажняющим финишем – это Giovanni Curl Defining Mousse. По сравнению с пенками Insight и Taft, у этой пенки есть уже ощутимая фиксация, и она может быть использована как единственный стайлинг вполне себе в укладке. Также в ее составе есть набор масел, которые дополняют ее кондиционирующие свойства, и она неплохо борется с пушистостью, с фризом волос. Она не дает какого-то грандиозного объема, но при этом не утяжеляет волосы. Если вы хотите использовать муссы как единственный стайлинг в укладке, то я рекомендую обратить внимание на классические муссы. Именно у них наиболее яркая фиксация из всей подборки. Универсальный мусс, о котором я уже много раз рассказывала, расскажу еще раз, это мусс VeloShock Waves. Я могу его порекомендовать для любого типа волос, для волос любой пористости, любой текстуры, любой толщины и так далее. У него хорошая фиксация, у него увлажняющий финиш, он отлично распределяется по волосам, нет никакой липкости или ощущения склеенности волос. В общем, именно с этого мусса я рекомендую начинать свое знакомство с муссом как стайлингом в принципе. 3 супер классических мусса, которые дают хорошую фиксацию волосам, которые добавляют объем по длине и у прикорневой зоны, которые свободно можно использовать как единственный стайлинг в укладке. Это муссы от Marc Anthony для кудрей мусс, мусс Velo Deluxe и мусс Pantene тоже для вьющихся волос. От этих муссов может возникать такое легкое ощущение стайлинга на волосах, что на волосах что-то есть, да? Когда ты высушил волосы, ты не дотрагиваешься, и ты чувствуешь вот эту такую сухость, но как бы не сам волос сухой, а вот именно, что на них как будто что-то есть, какой-то стайлинг, да, и, ну да, вот есть такой эффект, он может быть, может ликвидироваться, опять же, нанесением мусса на очень мокрые волосы. Какой бы мусс вы ни выбрали, помните о том, что мусс нужно распределять по мокрым волосам. Мусс нужно распределять равномерно, разделяя волосы на части при этом. Муссы лучше наносить такими укутывающими, обволакивающими движениями на волосы. Чтобы не было эффекта липкости, склеенности, на волосы можно добавлять воду после того, как вы распределили по ним мусс или пенку. Но для того, чтобы улучшить фиксацию, укладку всегда можно завершить небольшим количеством геля. Мусс плюс гель, либо пенка плюс гель – это всегда объемная, хорошо зафиксированная укладка. Ну, на сегодня у меня все. Живите долго. Пока!